Связь психики и эрекции – личный пример. Вчера была такая ситуация, которая напомнила мне ситуацию моих клиентов, которые ко мне приходят со стосном, с преждевременной эякуляцией, с быстрым семяизвержением. Объясню, что я имею в виду. Вчера ночью мы с женой занимались сексом. И как же теперь эта взаимосвязь психики и эрекции? И в стандартной ситуации и всегда мы пользуемся именно интимным маслом. Выглядит оно вот так, мы покупали его на Бали, стоит там, рекламу сейчас не буду делать этого интимного масла. Это как смазка, она также обеззараживает, приятный запах. Ну, в общем, с этим маслом заниматься сексом одно удовольствие. И что, как было? Начали мы заниматься сексом, и у меня в голове проскользнула мысль, было темно, и я подумал, а я точно намазал свой половой орган именно интимным маслом. Не перепутал ли я его с эфирным маслом? Также просто у нас в семье есть еще эфирное масло, но оно немножко для другого, для благовоний, для запахов. Оно бывает там разных концентраций и так далее. И у меня в голове буквально на 1 секунду, на 2 проскользнула такая мысль во время фрикции, когда у нас были с женой. То, что а вдруг я намазал не интимным маслом, а эфирным маслом. Вот по времени, по физическому времени, это буквально было 2 секунды. Но эти 2 секунды у меня в голове, они растянулись, мне кажется, на, не знаю, на целую минуту. У меня в голове сразу же анализ. Блин, я, скорее всего, ночью перепутал. Намазал не тем маслом, не той смазкой свой половой орган. Будет большое раздражение, я заболею. У меня произойдет, я не знаю, что произойдет, я вообще не знаю, зачем так, почему я так сделал. Какие-то будут жуткие последствия. В общем, за 2 секунды физических у меня эрекция и состояние вот так, она упала просто вот ниже некуда. Наверное, там мужики меня поймут, это когда там принимаете холодный душ, либо там купаетесь в проруби. Ну, в общем, ваш половой орган, эрекция, он как бы даже в минус чуть ли не уходит. Он становится маленьким, скукоженным, он просто защищается, прячется. И у меня за 2 секунды реального времени вот это произошло. Было вот так, а стало чуть ли там не в минус ушло. И это все у меня было в голове. У меня сразу же такие глаза, у меня какая-то паника, стресс, такая тревога. Блин, я срочно быстро оборачиваюсь к тумбочке, смотрю на масло, которое лежало на тумбочке, и вижу то, что я все правильно сделал, я не перепутал масло, и это все-таки интимное масло, которое я на себя намазал. И у меня, опять же, вот буквально длилось, не знаю, по физическому времени 2 секунды, и вот эрекция была никакая, минусовая была эрекция, и за 2 секунды эрекция опять стала вот такая. То есть, это опять же, это сейчас все клоню к тому, то, что эрекция очень сильно связана, и стосн, в том числе стосн, это чисто психология вообще, чисто психологическая проблема. Вот что у нас в голове, какие у нас чувства, эмоции, и это очень сильно влияет, это прямая, это психосоматика, это наша психика напрямую связана с нашим телом, и наше тело напрямую связано с нашей психикой. Ну то есть, по факту была ситуация, мы занимаемся сексом, фрикции, у меня в голове мысль, вдруг я намазался не тем маслом, у меня эрекция сразу же в минус, ее просто нету. Это длится физически 2 секунды, но вот ощущение времени, как будто бы это длилось, вот у меня в голове мои процессы, как будто бы это была целая минута. Потом я быстренько вижу то, что это то масло, которое и должно быть, и у меня опять эрекция буквально там, не знаю, за 2 секунды вот такая вот становится. То есть это чистая вот психология. Я просто вспомнил сразу же вот именно своих клиентов, которые ко мне приходят на сессию, на терапию, с кем мы работаем. Это чистая психосоматика. Я помогаю людям избавиться от стосна, от синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи, когда эрекции либо нет, либо она очень-очень слабая, и когда все проблемы не в физиологии, а именно в психологии, именно в то, что у нас происходит в голове во время стосна. Это вот личный пример, конкретная история, когда я на своем опыте ощутил эту взаимосвязь, там 2-секундную, как эрекция может за 2 секунды упасть, в минус уйти, как эрекция за 2 секунды может снова появиться и быть там, как сказать, хорошая именно для фрикции, для того, чтобы фрикции продолжались дальше. Вот такая вот личная история. Если у вас было что-то аналогичное, то поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Задавайте вопросы. С вами был сексолог, психолог Сергей Витищенко.
Всего доброго, до свидания.